Гарри Поттер и Философский камень. Harry Potter and the Philosophy Stone. Джей. К. Роулинг. J.K. Rowling. Глава 5. Chapter 5. Эпизод 3. Episode 3. Это аудиокнига для погружения в языковую среду. This audiobook for immersion in language environ. В формате синхронного перевода. In simultaneous translation format. Хагрид был настолько огромен, что легко рассекал толпу. Hagrid was so huge that he parted the crowd easily. Все, что нужно было сделать Гарри, это держаться рядом с ним. All Harry had to do was keep close behind him. Они прошли мимо книжных и музыкальных магазинов, They passed bookshops and music stores. гамбургерные рестораны и кинотеатры. Hamburger restaurants and cinemas. Но нигде это не выглядело так, как будто оно может продать вам волшебную палочку. But nowhere that looked as if it could sell you a magic wand. Это была обычная улица, полная простых людей. This was just an ordinary street full of ordinary people. Неужели под ними похоронены груды волшебного золота? Could there really be piles of wizard gold buried miles beneath them? Были ли магазины, где продавались книги заклинаний и метлы? Were there really shops that sold spell books and broomsticks? Разве это не какая-то огромная шутка, которую приготовили Дурсли? Might this not all be some huge joke that the Dursleys had cooked up? Если бы Гарри не знал, что у Дурсли нет чувства юмора. If Harry hadn't known that the Dursleys had no sense of humor, Он мог так подумать, но как то. he might have thought so yet somehow. Хотя все, что Хагрид сказал ему до сих пор, было невероятным. Even though everything Hagrid had told him so far was unbelievable, Гарри не мог удержаться от доверия ему. Harry couldn't help trusting him. Вот оно, сказал Хагрид, останавливаясь. This is it, said Hagrid, coming to a halt. Дырявый котел. The leaky cauldron. Это знаменитое место. It's a famous place. Это был крошечный грязный паб. It was a tiny grubby-looking pub. Если бы Хагрид не указал на это, If Hagrid hadn't pointed it out, Гарри бы не заметил, что это было там. Harry wouldn't have noticed it was there. Пробежавшие мимо люди не взглянули на него. The people hurrying by didn't glance at it. Их глаза скользили из большого книжного магазина с одной стороны в магазин звукозаписи с другой, как будто они вообще не видели дырявый котел. Their eyes slid from the big book shop on one side to the record shop on the other as if they couldn't see the leaky cauldron at all. На самом деле, In fact, у Гарри было самое странное ощущение, что только они с Хагридом могли его видеть. Harry had the most peculiar feeling that only he and Hagrid could see it. Прежде чем он мог упомянуть об этом, Before he could mention this, Хагрид повел его внутрь. Hagrid had steered him inside. Для знаменитого места было очень темно и потрепано. For a famous place it was very dark and shabby. Несколько старушек сидели в углу. A few old women were sitting in a corner, Пили крошечные стаканы хереса. drinking tiny glasses of sherry. Одна из них курила длинную трубку. One of them was smoking a long pipe. Маленький человек в шляпе разговаривал со старым барменом. A little man in a top hat was talking to the old bartender, Который был довольно лысым и выглядел как беззубый грецкий орех. who was quite bald and looked like a toothless walnut. Низкий шум болтовни прекратился, когда они вошли. The low buzz of chatter stopped when they walked in. Казалось, все знали Хагрида. Everyone seemed to know Hagrid. Они махали ему рукой и улыбались. They waved and smiled at him. И бармен потянулся за бокалом, приговаривая. And the bartender reached for a glass, saying, Как обычно, Хагрид. the usual Hagrid. Не могу, Том. Can't Tom. Я в Хогвартсе по делам, сказал Хагрид. I'm on Hogwarts business, said Hagrid, Хлопая большой рукой Гарри по плечу и заставляя колени Гарри пригибаться. clapping his great hand on Harry's shoulder and making Harry's knees buckle. Господи, Good Lord, сказал бармен, вглядываясь в Гарри. said the bartender, peering at Harry. Это. Is this? Может ли это быть? Can this be? Дырявый котел внезапно затих и замолчал. The leaky cauldron had suddenly gone completely still and silent. Благослови мою душу. Bless my soul, Прошептал старый бармен. whispered the old bartender.
Гарри Поттер, какая честь. Harry Potter, what an honor. Он поспешил из-за барной стойки. He hurried out from behind the bar, Бросился к Гарри и схватил его за руку. rushed toward Harry and seized his hand. Слезы на глазах. Tears in his eyes. С возвращением, господин Поттер. Welcome back, Mr. Potter. Добро пожаловать назад. Welcome back. Гарри не знал, что сказать. Harry didn't know what to say. Все смотрели на него. Everyone was looking at him. Старушка с трубкой пыхтела ноги, не подозревая, что она погасла. The old woman with the pipe was puffing on it without realizing it had gone out. Хагрид сиял. Hagrid was beaming. Затем был большой скрип стульев, и в следующий момент. Then there was a great scraping of chairs, and the next moment, Гарри обнаружил, что пожимает руку всем в дырявом котле. Harry found himself shaking hands with everyone in the leaky cauldron. Дорис Кракфорд. Doris Crockford. Господин Поттер. Mr. Potter. Не могу поверить, что наконец-то встретила тебя. Can't believe I'm meeting you at last. Я так горжусь, господин Поттер. So proud, Mr. Potter. Я просто так горжусь. I'm just so proud. Всегда хотела пожать тебе руку. Always wanted to shake your hand. Я вся в трепете. I'm all of a flutter. Довольный. Delighted. Господин Поттер. Mr. Potter. Просто не могу сказать. Just can't tell you. Имя Диггла. Diggle's the name. Дедал Диггль. Daedalus Diggle. Я тебя уже видел, сказал Гарри. I've seen you before, said Harry. Как верхняя шляпа Дедала Диггла упала от его волнения. As Daedalus Diggle's top hat fell off in his excitement. Однажды ты поклонился мне в магазине. You bowed to me once in a shop. Он помнит. He remembers. Закричал Дедал Диггль, оглядываясь на всех. Cried Daedalus Diggle, looking around at everyone. Слышали ли вы это? Did you hear that? Он помнит меня. He remembers me. Гарри снова и снова пожимал руки. Harry shook hands again and again. Дорис Кракфорд продолжала возвращаться за новыми. Doris Crockford kept coming back for more. Бледный молодой человек пробился вперед. A pale young man made his way forward. Очень нервно. Very nervously. Один из его глаз дергался. One of his eyes was twitching. Профессор Квирл, сказал Хагрид. Professor Quirrell, said Hagrid. Гарри. Harry. Профессор Квирл будет одним из ваших учителей в Хогвартсе. Professor Quirrell will be one of your teachers at Hogwarts. П.П. Поттер. P.P. Potter. Заикался профессор Квирл, Stammered Professor Quirrell, хватаясь за руку Гарри. grasping Harry's hand. Эн, не могу рассказать вам, как рад, что встретил тебя. Can't he tell you how pleased I am to meet you? Какому волшебству вы учите, профессор Квирл? What sort of magic do you teach, Professor Quirrell? За защита от ТТ темных искусств. Defense against the DD dark arts. Пробормотал профессор Квирл. Muttered Professor Quirrell, Как будто он предпочел бы не думать об этом. as though he'd rather not think about it. Эн, не то чтобы тебе это нужно, ПП Поттер. And not that UN needed a PP Potter. Он нервно смеялся. He laughed nervously. Ты получить все свое оборудование. You'll be getting all your equipment. Полагаю. I suppose. Я получил забрать новую книгу о вампирах для себя. I've got to pick up a new book on vampires myself. Он с ужасом смотрел на эту мысль. He looked terrified at the very thought. Но остальные не позволили профессору Квирлу держать Гарри при себе. But the others wouldn't let Professor Quirrell keep Harry to himself. Потребовалось почти 10 минут, чтобы уйти от них всех. It took almost 10 minutes to get away from them all. Наконец-то Хагриду удалось сделать так, чтобы его услышали из-за лепета. At last Hagrid managed to make himself heard over the babble. Должен идти много чего купить. Must get on lots by. Пойдем, Гарри. Come on, Harry. Дорис Кракфорд в последний раз пожала Гарри руку. Doris Crockford shook Harry's hand one last time. И Хагрид провел их через барную стойку и вышел в небольшой обнесенный стеной двор. And Hagrid led them through the bar and out into a small walled courtyard. Где не было ничего, кроме мусорного бака и нескольких сорняков.
where there was nothing but a trash can and a few weeds. Хагрид ухмылялся Гарри. Hagrid grinned at Harry. Сказал да. Told ye. Разве я не говорил, что ты знаменит? Didn't I told ye you was famous? Даже профессор Квирл дрожал. Even Professor Quirrell was trembling's tear meet ye. Обратив внимание на тебя. Mind you. Он обычно дрожит. He's usually trembling's. Он всегда так нервничает. Is he always that nervous? Ой, ага. Oh yeah. Бедный парень. Poor bloke. Блестящий ум. Brilliant mind. Он был в порядке, пока учился по книгам. He was fine while he was studying out of books. Но потом он взял отпуск на год, чтобы получить опыт из первых уст. But then he took a year off to get some first-hand experience. Говорят, он встретил вампиров в Шварцвальде. They say he met vampires in the Black Forest. И была неприятная проблема с ведьмой. And there was a nasty bit o' trouble with a hag. Никогда не был прежним с тех пор. Never been the same since. Испугался студентов. Scared of the students. Теперь боится своего предмета. Scared of his own subject now. Где мой зонтик? Where's me umbrella? Вампиры. Vampires. Ведьмы. Hags. Голова Гарри плавала. Harry's head was swimming. Хагрид тем временем считал кирпичи в стене над мусорным баком. Hagrid meanwhile was counting bricks in the wall above the trash can. 3 вверх, 2 поперек, он пробормотал. 3 up, 2 across, he muttered. Правильно. Right. Отойди назад, Гарри. Stand back, Harry. Он трижды постучал по стене острием зонтика. He tapped the wall 3 times with the point of his umbrella. Кирпич, к которому он прикоснулся, дрожал. The brick he had touched quivered. Он извивался. It wriggled. Посередине появилось небольшое отверстие. In the middle a small hole appeared. Оно становилось все шире и шире. It grew wider and wider. Через секунду они столкнулись с аркой, достаточно большой даже для Хагрида. A second later they were facing an archway large enough even for Hagrid. Арка на мощенную улицу, которая скручивалась и скрывалась из виду. An archway onto a cobbled street that twisted and turned out of sight. «Добро пожаловать», — сказал Хагрид. Welcome, said Hagrid. На косой переулок. To Diagon Alley. Он ухмылялся изумлению Гарри. He grinned at Harry's amazement. Они прошли через арку. They stepped through the archway. Гарри быстро посмотрел через плечо и увидел, что арка мгновенно сжимается обратно в твердую стену. Harry looked quickly over his shoulder and saw the archway shrink instantly back into solid wall. Солнце ярко светило на стопке котлов возле ближайшего магазина. The sun shone brightly on a stack of cauldrons outside the nearest shop. Котлы. Cauldrons. Все размеры. All sizes. Медь. Copper. Латунь. Brass. Оловянный. Pewter. Серебро. Silver. Самостоятельное перемешивание. Self-stirring. Складной. Collapsible. Говорили таблички, которые висели над ними. Said a sign hanging over them. Да уж тебе понадобится, сказал Хагрид. Yeah, you'll be needing's one, said Hagrid. Но сначала мы должны получить твои деньги. But we gotta get our money first. Гарри хотел бы, чтобы у него было еще 8 глаз. Harry wished he had about 8 more eyes. Он поворачивал голову во все стороны, когда они шли по улице. He turned his head in every direction as they walked up the street. Пытаясь посмотреть на все сразу. Trying to look at everything at once. Магазины. The shops. Вещи за их стенами. The things outside them. Люди делают покупки. The people doing their shopping. Пухлая женщина возле аптекаря качала головой, когда они проходили, приговаривая. A plump woman outside an apothecary was shaking her head as they passed, saying, Печень дракона. Dragon liver. 17 серпов за унцию. 17 sickles an ounce. Они безумны. They're mad. Низкий мягкий гудок пришел из темного магазина с табличкой с надписью «Я Лопес Аул Импариум». A low soft hooting came from a dark shop with a sign saying Elops Owl Emporium. Рыжевато-коричневый. Tawny. Виск. Screech. Амбар. Barn. Коричневый. Brown. И снежный. And snowy.
Несколько мальчиков примерно в возрасте Гарри прижали нос к окну с метлами в нем. Several boys of about Harry's age had their noses pressed against a window with broomsticks in it. Посмотрите. Look. Гарри слышал, как один из них сказал. Harry heard one of them say. Новый Нимбус 2000. The new Nimbus 2000. Самый быстрый. Fastest ever. Были магазины, продающие халаты. There were shops selling robes. Магазины, продающие телескопы и странные серебряные инструменты, которых Гарри никогда раньше не видел. Shops selling telescopes and strange silver instruments Harry had never seen before. Окна, сложенные бочками с селезенкой летучих мышей и глазами угрей. Windows stacked with barrels of bats' spleens and eels' eyes. Тапающие кучи книг заклинаний. Tottering piles of spell books. Перья. Quills. И рулоны пергамента. And rolls of parchment. Бутылки с зельями. Potion bottles. Глобусы луны. Globes of the moon. Гринготтес, сказал Хагрид. Gringotts, said Hagrid. Они добрались до заснеженного белого здания, которое возвышалось над другими маленькими магазинами. They had reached a snowy white building that towered over the other little shops. Стоя рядом с вороненными бронзовыми дверями. Standing beside its burnished bronze doors. В форме алого и золотого цветов. Wearing a uniform of scarlet and gold was. Да уж. Yeah. Это гоблин. That's a goblin. Тихо сказал Хагрид, когда они шли по ступенькам из белого камня к нему. Said Hagrid quietly as they walked up the white stone steps toward him. Гоблин был примерно на голову короче Гарри. The goblin was about a head shorter than Harry. У него был смуглое умное лицо. He had a swarthy clever face. Заостренная борода. A pointed beard. И Гарри заметил. And Harry noticed. Очень длинные пальцы и ступни. Very long fingers and feet. Он поклонился, когда они вошли внутрь. He bowed as they walked inside. Теперь они столкнулись со второй парой дверей. Now they were facing a second pair of doors. Серебро на этот раз с выгравированными на них словами. Silver this time with words engraved upon them. Войди, незнакомец. Enter stranger. Но берегись. But take heed. О том, что ждет грех жадности. Of what awaits the sin of greed. Для тех, кто принимает. For those who take. Но не зарабатывает. But do not earn. Должен заплатить дороже всего в свою очередь. Must pay most dearly in their turn. Итак, если вы ищите под нашими полами. So if you seek beneath our floors. Сокровище, которое никогда не было твоим. A treasure that was never yours. Вор. Thief. Вас предупредили. You have been warned. Остерегайтесь. Beware. Найти там нечто большее, чем просто сокровище. Of finding more than treasure there. Как я уже сказал. Like I said. Да, было бы безумно пытаться ограбить его, сказал Хагрид. You'd be mad to try and rob it, said Hagrid. Конец прослушивания. Вы можете поддержать нас, поставив лайк. You can support us by liking, Подписаться. subscribing, Репост. reposting, Комментируя. commenting, А также деньги. as well as money. Ссылки в описании. Links in the description. Спасибо. Thank you.